Я купил идеальный семейный автомобиль. Пусть вот этот вот спортивный вид вас не пугает. На самом деле это обычная гражданская тачка. Прям семейная. Я вообще плохой автообзорщик, поэтому буду подглядывать в телефон, что мне нужно говорить. Мне нужен был визуально спорткар. Так, чтобы можно было вот каждый день ездить на нем на работу, на машине. На обычных спорткарах это практически невозможно, потому что они капец какие низкие. У меня есть iPhone тест. iPhone высотой 15 сантиметров. Да, то есть тут вот вообще дофига места. А вот здесь, если сбоку, вот самое низкое место, оно вот тут. Оно вот у нас примерно 14 сантиметров. Эта тачка очень высокая, это 14 сантиметров, это вот, ну, не знаю, как обычный седан. У меня была Mazda тройка, у нее был клиренс 12 сантиметров. Я цеплял вообще все, но в целом ездил. Вот на парковке нашли Ferrari. Не знаю, какая это. Так, iPhone тест Ferrari. Давай посмотрим. Но она тут не влезает. У нее там дальше вообще. Да, посмотрим, сколько у нее клиренс. Ferrari 110 миллиметров. А это 14, это просто. Но, посмотрите, выглядит эти 14 сантиметров максимально низко, как будто бы это супер низкая тачка. Причем еще прикол, когда ты проезжаешь на низкой тачке в поворот, она может задеть вот этим порогом. Эти пороги у нее специально подняты. Вот видите, здесь вот есть такие вот выемки. И эти же выемки создают вот этот вот супер спортивный силуэт, потому что если вот с этой стороны, здесь сантиметров 40, наверное, вылет заднего крыла. Это огромный просто вылет, как вот, ну, там у всех Porsche, Ferrari, Lamborghini. В целом, как у всех спорткаров. И посмотрите на эту жопу. Это я, ну, не могу сказать задница, это жопа. Посмотрите, какая она здоровая. Она такая прям вообще вылезает из тачки. И прикольно на самом деле смотрится, когда я перестраиваюсь. Людям интересно посмотреть, что это за машина, потому что это очень редкий автомобиль. И все обычно видят вот, ну, типа вот эту вот задницу перестраивающаяся. И еще прикол в том, что визуально машина выглядит как спорткар, но у нее, ну, все сделано, чтобы ездить по дорогам. Вот эта, например, задница очень высокая. Она практически на все бордюры заезжает. И плюс еще она умеет подниматься. Когда ты включаешь заднюю передачу, она поднимает заднюю ось. Оп, она поднялась. Насколько поднялась-то, я даже не знаю. Ну, тут прям дофига места. Тут iPhone болтается. Охереть, как тут. Блин, сейчас в багажнике у нас до хрена всего. Да? Блять, он огромный на самом деле багажник. Для такой машины это здоровый багажник. Я видел, что не все автообзорщики научились открывать. Вот здесь кнопка, вот тут находится. Вот она маленькая. Но она не поднимается. Это вот минус. Приходится самому тащить эту здоровенную дверь. Тут еще сверху стоит спойлер, и она реально тяжелая. Посмотрите, какой здесь длиннейший капот. Ну, не знаю, я могу лечь и спать на ней. И здесь стоит 5-литровый V8. Отдельная тема, конечно, это диски. Диски, я не знаю, я просто влюбился в эти диски. 21-е диски просто какие-то невероятные. Ну, ручками уже никого не удивишь, да? Они встроены. Их единственное нужно открыть вот так, оп, и как бы открыть. И закрывается машина вот так вот. Оп. Бесключевой доступ. Самый прикол еще. Ключ у меня находится вот здесь. Как должен выглядеть ключ нормальной машины? Вот так. Не как у Теслы. У них там доставать надо сюда прикладывать. Он должен влазить вот сюда вот в карточницу. Вот он влезает в карточницу. И все. У меня больше нет ключей. У меня есть только один кошелечек. Можно было сделать, чтобы она сама открывалась, когда я рядом подошел. Вот это можно было сделать. Но никто, собственно, не сделал. Салон светло-коричневого цвета. Это просто пушка. Сейчас уже холодно, приходится в куртках ходить. Пока делали обзор, зима наступила. Но есть небольшая проблемка. Я не достаю рукой до кнопки. И у меня есть вот такая штука. Очень удобно, я вам скажу. Хорошая штучка. Ах, заварился вроде. Я вообще на самом деле о спорткаре... Ух, нифига у меня как на...
какая вкуснятина, ё-мо. Я вообще о спорткаре мечтал с детства. У меня, как у всех, вот эти вот плакаты были, фантики собирал. Думал, вот я вырасту, стану богатым и куплю себе спорткар и буду на работу ездить на спорткаре. На Феррари какой-нибудь или Ламборгини. И вот я приехал в Болонию, там, где собирают Феррари. Там можно было прокатиться на Феррари. И что-то не понял прикола. Мне было неудобно, максимально некомфортно в этой машине. Тогда я подумал, ну, может, я просто бедный. И, типа, мне было страшно разбить машину или что. То есть я не понял, почему. Потом у меня появился Jaguar F-Type. Низкая, капец, машина. Я неделю на ней ездил и мучился. Мучился и мучился. Просто трэш, как это сложно было. Она очень низкая, она очень широкая. Там нет камер вокруг. Когда ты пытаешься выехать из парковки или заехать на парковку. У меня постоянно был страх, что я сейчас сомну порог, потому что она, ну, очень широкая и супер низкая. Проезжаешь лежачие полицейские, она скребет их. И надо их всегда супер медленно проезжать, тихонечко, вот это вот все. Потом в Дубае, я думаю, ну, в Дубае надо взять Lamborghini. Взял Lamborghini, и я охренел. Это такая беспонтовая машина. Там сидишь как в картинге, вот так вот, как в Формуле 1 какой-то. Ничего не видно, вот такая вот щель перед тобой. Ее надо было постоянно поднимать перед каждым лежачим полицейским. И я понял, что спорткар вообще не рабочая схема для города. Нельзя использовать его каждый день, нельзя каждый день ездить, невозможно это. Сейчас Вовка стоит, у него слюна вот так ползет. И тут меня приглашают Lexus на Байкал. Мы поехали на RX по Байкалу, по льду, очень классно было. И там одно из приключений было, там стояли Lexus LC500, и они там дрифтили по льду. Я думаю, офигеть, какая классная тачка, почему я вообще раньше о ней не знал. Это настолько редкий автомобиль, что никто про него и не знает. Вот почему я про это видео записываю. Может быть, вы просто искали, но не нашли этот автомобиль. Я проехался такой на нем и говорю, дайте мне на пару недель потестировать тачку. Поездил на ней и понял, что я не хочу пересаживаться обратно на свой внедорожник. Я хочу ездить каждый день на этой машине. Я не хочу вообще ни секунды ездить на других машинах. И так вот я в целом в нее и влюбился. Когда каждая деталь была создана специально для этого очень важного момента. Boca Room. Премиальная мебель для жизни. Давайте проголосуем. Я выбрать все никак не могу. Оставить коричневый цвет или желтый сделать? Давайте вот так вот. Коричневая, желтая. Какая лучше? Вообще салон, конечно, просто невероятный. Ощущение, что ты сидишь в сумочке Hermès. Тут все в коже. Я не знаю, здесь, по-моему, перебор, если честно. Кожи, все в коже. Смотрите, вот эти дверные карты, это вообще что-то невероятное. Здесь вот эта вот алькантаровая панель сюда выходит. И вот эта вот ручка. Обычно у всех ручек есть какая-то выемка под нее, но здесь просто ручка. Вот это в лучших традициях вот корчей. Отдельная история, это, конечно, запуск двигателя. Это песня отдельная. Японцы очень сильно запарились за то, чтобы она звучала невероятно круто. Поэтому там прям специальные саунд-дизайнеры работали. Но проблема в том, что это все такой звук только снаружи. А внутри ты больше ничего не слышишь. Вот ты слышишь только вот этот вот сам момент завода, когда она только запускается, и потом не слышно. Вот давайте сейчас я опущу. Насколько громко. И внутри вообще ничего не слышно. Мне даже, когда я только вот купил ее, первую неделю ездил, мне было ощущение, что мне давит на уши, настолько тихо внутри. Здесь очень много шумки. Просто какое-то невероятное количество шумки. Она из-за этого весит 2 тонны. 911 там, ну не знаю, ну 1,5 тонны максимум. Феррари 1,3, 1,4, Калифорния там 1,5. Это 2 тонны весит. Именно поэтому она, конечно, такая пузатая и едет всего 5 секунд до сотни. Здесь вообще вот в целом сделали все правильно. Здесь сделали электрическую приборку, огромный экран вот здесь сделали. Управление климатом сделали кнопочками. Слава тебе, Господи! Я тут сидел в Audi Q8 и думал, ну куда катится вот этот весь мир с сенсорными дисплеями? Это просто трэш. Слава тебе, Господи! Они вот здесь оставили настоящие кнопочки.
Вообще немножко истории, да, про эту машину. У Lexus не было никогда спорткаров. И там где-то в 2000-х годах они подумали, что нужно сделать спорткар. Потратили $1 миллиард. Тогда это были огромные еще бабки. Ну и сейчас тоже. Построили новый завод и сделали машину Lexus LFA. Это крутой спорткар 10-цилиндровый со звуком, как у Формулы-1. Но сделали всего 500 экземпляров. И все, и целый завод на $1 миллиард, ну, закрылся. Сделали 500 машин, и все, производить нечего. Поэтому они загрузили это производство новой машиной. И это вот она, это LC500. На самом деле это не Lexus, потому что он производится вообще не на заводе Lexus, а не Toyota, на отдельном. У них свой отдельный завод. Почти 10 лет они производят только вот эту вот машину. Одну всего лишь машину. Она идеологически вообще не похожа на Lexus. И все это вот, ну, не Lexus, она не такая. Компиляция всего самого крутого, что можно было впилить в тачку, они такие, пух, вот, будет крутая тачка. И в целом так и получилось. Есть пару минусов, которые мне не нравятся. Чтобы открыть вот этот бардачок, нужно это сделать в 2 движения. Сначала нажать кнопку, отодвинуть его. И потом не эту же опять кнопку, а внутри какая-то кнопочка, еще одна есть, и она только его подтягивает. То есть не получится, как раньше, всегда вот эта вот одна кнопка, ты поднимаешь, и у тебя есть бардачок в доступе. Всегда нужно делать 2 движения. И не получится ездить с открытым, потому что это неудобно. Тут вот... Ну, это неудобно. Какая-то тупая херня, я не знаю, зачем это сделано. Можно было просто открывающийся бардачок сделать, обычные подстаканники. Ну, посмотрите, как выглядит задняя камера. Это, не знаю, по-моему, мой телефон Nokia 6300 снимал лучше с 0,3 мегапикселей. Ну, тут просто ничего нету. Здесь, возможно, только задняя камера. Никаких тебе 360, нет даже передней камеры. То есть, внимание, это максимальная комплектация. Здесь вообще все прям... Здесь даже крыша карбоновая, но передней камеры нету. Есть еще одна проблемка. И это, кстати, на самом деле самая главная проблема у этой машины. Сейчас покажу. Это вот эти вот сиденья. Посмотрите здесь, насколько высокие вот эти вот, блядь, херня. Вот я даже уже продавил. Видите, насколько продавил? Потому что я вот постоянно давлю вот в это место. У меня ногу, блядь, аж отнимает. Вот сижу, вот в это место давлю. Эти маленькие японцы сделали кресло под себя. В целом, они для меня окей. Для моего вот телосложения у меня рост 180, вес у меня 78. Но если вы чуть-чуть шире меня, все, вы не влезете сюда. Я прям вот, ну вот я ровно в нее влезаю. Если я одеваю толстую куртку, вот сейчас зима будет, я буду ездить в толстой куртке, и это будет проблема прям вообще огромная. В целом, минусы закончились. Минус только один. Сиденье сраное. Можно было сделать пошире. Это же семейный автомобиль. Давайте посмотрим, как сюда залазить на задний ряд. В большинстве спорткаров невозможно пользоваться задним рядом. У них как бы заднее сиденье называется задней полкой. Туда можно скинуть просто сумку. А у среднемоторных машин вообще нет места. Здесь место в целом. Я, кстати, первый раз в жизни сюда сажусь. О, офигеть. Здесь реально есть место. Обычно же проблема какая? Эти все вот сидушки, они очень как бы, ну, давят тебя. Вот как бы ты сидишь как в Победе, вот это вот. А это вполне себе, кстати. Я со своим ростом сюда влезаю. Сейчас посадим сюда Вовку вперед и посмотрим, влезем ли мы вдвоем. Прикол еще. Смотри. Вот она упрется сейчас, она упирается в мою ногу, и все. Она такая уперлась, все, типа, это максимум, что этот человек сможет тут сидеть. Вовка, в студию! Давай. Офигеть. Нормально, кстати. Место есть. Офигеть. Смотри, у него есть даже место еще впереди, перед коленками. То есть он еще может реально подтянуться. А у меня есть место, чтобы, ну вот если вот он прям совсем сейчас вперед, а попробуй вперед вот уехать так, чтобы вот до коленок было. Ну, это прям вообще комфортно. Типа я так могу даже, наверное, целый час проехать. Сверху меня сильно вот не бьет ничего. Это, кстати, что такое? О, нифига, тут можно повесить что-то еще. Тут реально можно сидеть. Здесь сиденье с Isofix. Вот тут, если посмотреть, вот видите, есть вот это крепление Isofix. Здесь легко встает обычное кресло изофиксовое. Ребенок сидит, ножками машет. Еще и наверх можно вот так смотреть. Это, кстати, прикольно. Реальный тест семейного автомобиля. Миселька, ты у нас в кадле. Пойдем, Миселька, пойдем. Пошли. Давай. Первое, что надо сделать, это положить коляску внутрь. Обожаю эту коляску. Одним движением складывает. Блин, ну слушай, тут даже чемодан влезет, вот если вот так. Да. Чемодан еще какая-нибудь ручная кладь влезет.
Дальше, Мишелька, у тебя тут твое Царская место ложа. царское. Пойдем. Вот, смотри, твое кресло. Ава. Высоко сидим. У нас немножко высоковато, вообще большое кресло. Сюда бы, наверное, поменьше кресла купить. Сейчас мы покатаемся и пойдем за рулем сидеть. Она любит за рулем кататься. Ей эти кресла не очень нравятся. Там аварийка сидит. Аварийку хочешь нажимать? Да. Да, сейчас. Оба! Все, сидишь, ножки влезают. Все, ножки влезли. Теперь Алена садится. А у Мишельки есть машина? Есть. Как? А какая у Мишельки машина? Мишеды. Ничего себе. А какая у папы машина? Лексус. Ой, правильно. А у мамы? Кия. А тебе чья машина больше нравится, мамина или папина? Мама. Да. Молодец. Давай 5, доча. Давай 5. Будешь снимать? Да. Все. Да, снимай. Смотри наверху какой-нибудь потолок. Видишь, он в сапке едет. Ну, блин, реально тут можно ездить. Единственное, что, скорее всего, сюда не получится сесть. Водительское сиденье все-таки подальше отогнуто, и его нельзя просто так подвинуть. Там все-таки рычаги нажимать надо. И вот сюда сесть уже не получится. Зацените люкс. Это карбоновые накладочки. Конечно, тут же 2 тонны веса, они такие, ну, сейчас мы облегчим пластиковые накладки, сделаем их карбоновыми, будет на 20 грамм легче. Прикол еще в том, что здесь карбоновая крыша, вот видите, карбон. Это дорогая комплектация, это типа, ну, дорого. Она типа облегчает машину. Насколько? На килограмм, эти 2 тонны, они облегчили на килограмм, я ничего не понимаю. Зачем нужна здесь карбоновая крыша, я не знаю. Ну что, прокатимся? Я помню, как я ездил на Ламборгини. Это был вообще какой-то ад. Шуршишь очень сильно. Может, ремень-то это... туда? Для тех, кто говорит, что надо ездить с ремнем, там же будет куча комментариев. Что ты без ремня поехал? Что происходит? Здесь атмосферный мотор. Я вообще противник турбомоторов, они все тупые. Там пока ты нажмешь на газ, пройдет 2 секунды до того, чтобы там раскачалась турбина, там включилось все. Здесь ничего не надо, здесь практически как электромотор. Чуть-чуть подраскачалось и полетели. Она сразу же летит. Не надо ничего ждать. Это просто праздник какой-то. Как меня бесит эти турбомоторы. Еще один вот второй минус этой машины. Она не разгоняется так быстро, как вот привыкли люди к спорткарам. Если спорткар не едет 3,7 секунды, это какой-то недоспорткар. И это действительно недоспорткар. Типа она едет не так быстро. Но мне вообще похер на это. Если ты в обычном режиме просто куда-то едешь, тебе надо просто пульнуть. И она так может. Ни один турбовый мотор так не умеет. Ты вот нажмешь и через 2 секунды только пульмешь. То есть, по сути, здесь нет этого протупа в 2-секундного. Можно скинуть сразу 2 секунды за это. Но, может быть, скорее всего, это не мотор такой овощной, да, 5 секунд, а потому что она очень тяжелая. 2 тонны все-таки для спорткара это дохрена. Но зато она очень тихая. Я ехал здесь 170 км в час и практически ничего не слышал. Это, ну, это прекрасно. Попробуйте на каком-нибудь 911 поехать на дачу. Один раз проедешься и скажешь, больше никогда не поеду. В этом плане, конечно, это просто идеальный автомобиль. Это реально то, что я искал. Она выглядит как спорткар, но внутри ты себя ощущаешь как в обычном седане. Но чуть тапочку даешь и полетел. Здесь очень комфортная подвеска, очень комфортные сиденья. Ну, если не считать того, что они довольно узкие, не каждому подойдут. Это вот то, чего мне реально везде не хватало. Этого как будто бы даже класса такого нет. Это что-то между Mercedes S-класс купе и Porsche 911. Они вот как будто бы взяли S-класс купе, Porsche 911 и вот так... Будет новый класс. Не знаю, как этот класс называется, но мне он очень нравится. Это идеальный, комфортный семейный автомобиль. Было бы прекрасно, если бы мне кто-то заплатил за эту рекламу, но мне пришлось купить эту машину за много миллионов рублей.